Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и у меня для вас очередное полезное видео, на этот раз по смартфонам Realme. Наконец-то до меня дошел Realme GT Neo 3, и теперь я смогу снимать для вас интересные фишки и настройки по этим смартфонам. Конечно же, по мере возможности. Поэтому, если вы обладатель смартфона Realme, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать интересные ролики. Друзья, ну а речь у нас сейчас пойдет о такой фишке, как очистка памяти. Я расскажу вам самый эффективный способ очистки памяти на смартфонах Realme, что в свою очередь даст разгрузку системы смартфона и однозначно сэкономит вам заряд батареи. Итак, как обычно, сейчас покажу вам все наглядно и, так сказать, с доказательствами. Давайте зайдем в настройки, главный экран и экран блокировки. В самом низу диспетчер недавних задач. Нужно поставить вот эту галочку «Показывать данные об АЗУ», чтобы когда вы заходите в недавние задачи, у вас вот здесь отображалась свободная оперативная память. Также подмечу, что на моем Realme оболочка 3.0 и диспетчер недавних находится именно здесь. Но если у вас оболочка 2.0, то он может находиться в другом месте, просто забейте его в поиске настроек. Итак, теперь я пооткрываю разные приложения, чтобы они загрузились в фон. Со всеми этими приложениями в фоне у меня доступно 2,5 гигабайта оперативки. К чему я веду? Забегая немного вперед, скажу, что стандартный диспетчер задач не способен полностью и грамотно очищать память Realme. Посмотрите, памяти все так же. Запускаем диспетчер, нажимаем «Оптимизировать». Происходит очистка и другие полезные действия. Готово. Доступной памяти стало еще меньше. Это вообще удивительно. Давайте зайдем в другой пункт «Освободить память». Смартфон пишет, что нет ненужных файлов. Свободной памяти не увеличилось. Доступно всего 2 гигабайта. К примеру, на Xiaomi можно создавать вот такой ярлык на рабочем столе. Это полная и глобальная очистка данной системы. При нажатии этого ярлыка закрываются все фоновые процессы и приложения. Память полностью и глобально очищается. К сожалению, на Realme такого нет. Смотрите, чтобы создать подобный ярлык, и он единственный, который можно создать, удерживаем на диспетчере задач. Теперь удерживаем на «Очистить». Перетаскиваем его вот сюда. Нажимаем, попадаем все в ту же очистку, которая, как мы поняли, работает неэффективно. Теперь, друзья, покажу вам подобную кнопку, как у Xiaomi, но только, к сожалению, находится она далеко, и в один клик до нее не добраться. Зайдите в настройки, внизу системные настройки, еще в самом низу диспетчер процессов. И вот здесь у нас отображаются сторонние приложения, а также системные. Посмотрите. Доступной свободной памяти 2 гигабайта. Нажимаем вот эту иконку «Завершить все». Доступной памяти стало 3,62. Так вот, друзья, какими бы способами я ни пытался создать ярлык вот на эту очистку, чтобы постоянно сюда не лазить, пока ничего не вышло. И приходится заходить сюда. Но нашел одну фишку, которую нужно включить, для того, чтобы постоянно сюда не лазить. Нужно выполнить два действия. Первое второстепенное действие – это зайдите в диспетчер телефона, 3 точки, настройки, самостоятельная проверка, убедитесь, что у вас стоит ежедневно. Также автоматическая очистка памяти – то же самое, должно стоять ежедневно. И теперь самое главное действие. Заходим в настройки, об устройстве, версия, по номеру сборки тапаем много раз, пока вы не станете разработчиком. Теперь шагаем назад в основные настройки, в поиске пишем слово «процесс». Вот этот пункт нам и нужен. Лимит фоновых процессов. Находится он в меню для разработчиков. Посмотрите, по умолчанию лимит фоновых процессов установлен на стандартное ограничение. Теперь давайте снова пооткрываем разные приложения, чтобы они были у нас в фоне. Итак, сколько же у нас доступной памяти? 2,30. Теперь прямо отсюда идем в фоновые процессы, в меню разработчика.
Выставляем здесь не более одного процесса. Проверяем. Теперь доступной памяти у нас 3,22. Освободилось большинство процессов. Так вот, друзья, чтобы постоянно не лазить в ту настройку, которую я показал, чтобы очищать фоновые процессы, как на Xiaomi, вот здесь нужно выбрать не более одного процесса. Тогда ваш Realme в диспетчере процессов будет закрывать все лишние процессы автоматически, что, конечно же, разгрузит оперативную память, нагрузку на систему и сэкономит вам батарею. При всем этом, друзья, рекомендую вам время от времени заходить в эту глубокую очистку и нажимать «Очистить фоновые процессы». Таким образом вы сделаете просто максимальную разгрузку вашего смартфона. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал, будет интересно. Ставьте лайки, если досмотрели до самого конца, вам двойной респект. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.